Всем привет! С вами Леонид Жуков, спортивный фотограф, и мы находимся на скалодроме «Северная стена». Я люблю снимать необычные интересные кадры с какой-то геометрией, с цветом, с светом. И так у меня родилась идея сделать фотографию с калейдоскопом. Мы начали снимать, но все оказалось не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вначале я взял 3 маленьких обычных зеркала, но результат оказался так себе. Картинка была, конечно, интересненькая, но не было самого главного, не было узора, не было геометрии в кадре, а был просто хаос из отражений. Я стал думать, в чем причина, и пришел к выводу, что в обычном калейдоскопе камушки, которые там отражаются, находятся сразу у края зеркала. Поэтому, отражаясь во всех поверхностях, они образуют какой-то узор. А у меня же расстояние от калейдоскопа до стены скалодрома несколько метров, поэтому скалолаз, даже по законам физики, скалолаз не может целиком отразиться в этих зеркалах. Если гипертрофировать зеркало, увеличить его до размеров скалолаза, тогда получится интересный эффект. Я стал экспериментировать с зеркалами разных размеров и форм, искал новые ракурсы, мы провели несколько съемок, и после нескольких тестов пришел к выводу, что самое удачное — это сделать калейдоскоп в форме пирамиды. То есть за счет того, что мы меняем угол отражения, мы компенсируем расстояние до стены и можем уместить больше скалодрома в кадре. Чтобы добавить картинки ярких красок и света, я использую беспроводные вспышки. Сегодня у меня на площадке 4 вспышки Godox. Одна AD400 Pro, которая с большого расстояния подсвечивает именно самого спортсмена, и 3 вспышки Wing 860, которые я расставил по площади скалодрома и высвечиваю ими отдельные плоскости. Очень удобно, что вспышками можно управлять с одного синхронизатора, тем более, когда вспышки расставлены по залу, не нужно бегать от одной к другой, а все настройки можно изменить прямо с камеры. Съемка фотопроекта чем-то похожа на лазание проекта на скалах. Если ты лезешь на какой-то сложный проект, то он сразу не получается, и нужно нарабатывать трассу по частям, тренироваться, отрабатывать ключевые движения на трассе и потом соединять все это вместе. Также и с фотопроектом. Как в скалолазании, чем сложнее трасса, которую ты вылезаешь, тем больше эмоций от пролаза. Также и с фотопроектом. Чем сложнее и интереснее проект, тем больше радости на финише, когда все получилось и перед тобой есть готовая картинка.